Привет, друзья! Сегодняшние события в Европе начались неожиданно, и о них уже говорят и в Париже, и в Берлине. Часть сокровищ Лувра, тех самых королевских украшений, которые веками считались символом Франции, внезапно исчезли из залов музеев, а остальные оказались под землей в хранилище, куда нет доступа даже большинству сотрудников. Почему это решение вызвало такую тревогу в культурных кругах и что стоит за этим, разберу чуть позже. Но это лишь первая часть картины. Пока Париж сосредоточился на защите своей истории, Германия сталкивается с другими вызовами. Крупнейший автопроизводитель Porsche фиксирует убыток почти в миллиард евро. Происходят кадровые изменения, а рынок испытывает заметное давление со стороны Китая и тарифов Соединенных Штатов Америки. И все это происходит на фоне беспрецедентных перемен в торговле. Германия снова смещает свой баланс. Неожиданно Китай вновь становится ее главным партнером. Что это значит для Европы и как эти события связаны между собой, расскажу дальше. Подписывайтесь, чтобы не пропустить самые важные новости последнего часа без лишних эмоций и с акцентом на факты. Итак, в Париже масштабная операция по обеспечению безопасности музейных ценностей. Под охраной полиции часть драгоценностей Лувра была тайно вывезена и перемещена в подземное хранилище, внимания, на глубине 26 метров. Такое решение руководство музея приняло после резонансного инцидента с кражей музея, широко обсуждавшегося во Франции. Я вам сообщал, что из знаменитой галереи Аполлона исчезли 8 королевских украшений, оцененных почти в 90 миллионов евро. После этого инцидента администрация Лувра решила не рисковать и отправила самые ценные экспонаты в сверхзащищенный сейф Банка Франции. Это хранилище считается одним из самых надежных в Европе. Здесь, по данным прессы, уже находится не только золото страны, но и редчайшие рукописи Леонардо да Винчи. Теперь часть музейных сокровищ окажется рядом с ними, глубоко под землей, под постоянным наблюдением и многоуровневой системой безопасности. Руководство Лувра заявляет, это не временная мера, а новая стратегия защиты национальных ценностей. После инцидента Франция все-таки решила, культурное наследие следует защищать с тем же уровнем внимания, что и другие ключевые национальные ценности. И это только начало. Немецкий автопроизводитель Porsche столкнулся с самым серьезным кризисом за последние годы. По итогам третьего квартала компания зафиксировала убыток, внимание, почти в 1 миллиард евро. Прибыль за 9 месяцев 2025 года сократилась до 40 миллионов евро, тогда как годом ранее она превышала 4 миллиарда. Главная причина падения – это ослабление спроса на рынке Китая и рост торговых пошлин со стороны Соединенных Штатов Америки. Дополнительное давление оказала масштабная реструктуризация. Porsche пересматривает свою стратегию, временно сворачивая часть проектов в области электромобилей и сокращает расходы на собственное производство батарей. На эти цели уже потрачено около 1,8 миллиарда евро. Финансовый директор Йохан Брекнер подчеркнул, что компания сознательно идет на временные потери ради укрепления будущей прибыльности. При этом ожидается, что выручка за 2025 год составит около 38 миллиардов евро, а рентабельность продаж снизится всего лишь до 2% против прежних 15%. Руководство компании также объявило о кадровых перестановках. Действующий глава Porsche Оливер Блум досрочно покинет свой пост, а с 2026 года управление перейдет к бывшему руководителю Макларен Майклу Лайтеру. Аналитики отмечают, перед Porsche сегодня стоит сложная задача удержать позиции бренда в условиях глобальной перестройки автопрома и растущей конкуренции на рынке премиальных автомобилей. А теперь внимание, далее начинается самая интересная часть. Экономика Германии вступила в новый этап глобального сдвига. Согласно предварительным данным статистического ведомства Германии, по итогам первых 8 месяцев 2025 года торговый оборот с Китаем превысил, внимание, показатели Соединенными Штатами Америки. Таким образом, Китай вновь стал крупнейшим партнером Германии по внешней торговле. В период с января по август объем обмена товарами между Германией и Китаем составил около 163,4 миллиарда евро, тогда как аналогичный показатель по Соединенным Штатам Америки около 162,8 миллиарда евро. На такого рода сдвиг повлияли несколько ключевых факторов. Во-первых, торговая политика Соединенных Штатов при администрации Дональда Трампа заметно снизила объемы экспорта Германии на американский рынок. Во-вторых, несмотря на снижение экспорта Германии в Китай на 13,5%,
Импорт из Китая вырос на 8,3%, что также изменило этот баланс. Для Германии данный поворот означает не только статистические какие-то изменения, он отражает нарастающую экономическую зависимость именно от Китая. Аналитики сегодня отмечают, что усиление роли Китая в цепочках поставок могут создать дополнительные задачи для немецких производителей и регуляторов. Этот факт поднимает здесь важный вопрос о стратегическом курсе Берлина. Сможет ли Германия сохранить баланс между торговыми интересами на Востоке и западными союзниками, и насколько быстро она отреагирует на новую геополитическую реальность? А дальше еще интереснее. Каждую неделю в Германию прибывает более 1000 молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет, выезжающих из Украины. Согласно данным Федерального министерства внутренних дел Германии, число таких прибывших увеличилось в 10 раз, с примерно 100 человек до около 1000 за 7 дней. Немецкие власти связывают этот рост с изменением правил выезда из родной страны, что усилило миграционный поток. При этом точное намерение прибывших пока не установлено, и ведомство отмечает, это явление временное, но возможен и устойчивый тренд. В контексте этого роста возникает острая дискуссия в Германии о социальной и правовой интеграции новой волны мигрантов, об обеспечении рабочих мест, жилья и доступа к средствам социальных выплат. Также в фокусе возможные последствия для рынка труда и систем социальной защиты. Канцлер Германии Фридрих Мерц наблюдает за ситуацией, а Министерство внутренних дел и ведомств по труду ведут координацию, чтобы избежать перегрузки инфраструктуры и обеспечить прозрачность учета прибывших. Значительный рост миграционных потоков подчеркивает, международные правила перемещения и внутренние социальные системы стран-приемников на сегодняшний день испытывают серьезную нагрузку. Германия вступила в новый этап адаптации к реалиям современной миграции с потребностью организационно реагировать на неожиданные вызовы. Тем временем в мире есть и позитив. Мировая торговля продолжает расти, несмотря на торговые войны и геополитические потрясения. Аналитики отмечают, даже с введенными пошлинами со стороны Соединенных Штатов Америки под руководством президента Дональда Трампа и усиление протекционистских настроений в западном мире, глобализация сохраняет свое ускорение. Причина кроется в том, что компании и страны все дальше уходят от ориентиров именно локального рынка и строят цепочки поставок и выручки по всему миру. Такой объединяющий рынок и трансграничные связи становятся ключевым ресурсом. Даже те государства, которые ранее пытались защитить свои внутренние экономики, вынуждены адаптироваться к открытому миру. В Германии эксперты подчеркивают, рост торговли не означает отсутствие рисков, а напротив, компании сталкиваются с возрастающей конкуренцией и необходимостью держать темп глобального моделирования. Для Германии, как экспортоориентированной экономики, задачи диверсификации направлений и укрепления цепочек поставок становятся вообще критически важными. В то же время государства активно задают рамки. Торговая политика вновь превращается в инструмент геополитики. В таких условиях выживут те компании, которые умеют оперативно реагировать и строить гибкие стратегии. Париж, Берлин, Вашингтон – все они соперничают за свое место в глобальной экономике, и успех достанется тем, кто открыт и готов к интеграции. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Мировые рынки столкнулись с резким ростом цен на нефть. Курс сорта Brent поднялся примерно на 5% до около $65,7 за баррель. Сорт WTI до $61,5 за баррель. Эти скачки произошли после того, как администрация Соединенных Штатов Америки ввела новые торговые ограничения в отношении крупных российских энергетических компаний Роснефть и Лукойл. Соединенные Штаты под руководством президента Дональда Трампа объяснили эти меры несогласием российской стороны с предложением по урегулированию ситуации. Аналитики отмечают, что вместе Роснефть и Лукойл обеспечивают до 50-55% всей сырьевой добычи России, и блокировка их поставок может вызвать серьезные перебои в глобальном предложении нефти. Дополнительный риск заключается и в том, что Россия может расширить использование этих независимых судов для сохранения объема экспорта в условиях ограничений. С одной стороны, предложение со стороны Америки, Канады и Бразилии остается высоким, но с другой ситуация показывает, нефтяной рынок остается чувствительным к глобальным изменениям и колебаниям. Для Европы и Германии такой скачок цен означает рост издержек в энергетическом секторе, давление на инфляцию и возможное ослабление темпов экономического роста. И в этой ситуации ключевые решения будут приниматься не только в Вашингтоне или Москве, но и в столицах стран-потребителей энергоносителей. Мировые товарные рынки вступают в период больших изменений.
Следующая новость еще больше усиливает внимание к тому, что происходит в Европе. Стало известно содержание рабочего плана председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на 2026 год. Документ, подготовленный в секрете, оказался в распоряжении журналистов и раскрывает основные направления реформ в Европе. Главная цель плана – это повысить конкурентоспособность Европейского Союза и упростить бюрократические процедуры. При этом климатические проекты и вопросы перехода на чистую энергетику отходят на второй план, а ставка делается на экономическое развитие и цифровизацию. Особое внимание уделено инвестициям в новые технологии, оборонную отрасль и искусственный интеллект. План предусматривает также создание интегрированной стратегии, которая должна сделать страны Европы более устойчивыми к внешнеэкономическим и политическим вызовам. Руководство Европейского Союза подчеркивает, что цель – это сформировать единый рынок, способный конкурировать с крупнейшими мировыми экономиками. Эксперты отмечают, что амбициозные цели требуют скоординированных действий всех стран, от Германии и Франции до Италии и Испании. Теперь Европейскому Союзу предстоит проверить, насколько эффективно он сможет реализовать эти все задачи на практике и действовать сообща в условиях сложной глобальной ситуации. И это не единственное, что сегодня вызвало интерес и обсуждение. Экономика Германии продолжает сталкиваться с трудностями. По прогнозу Федерального банка страны в третьем квартале 2025 года экономический рост, вероятно, не превысит нулевой отметки. Ранее в сентябре ожидалось легкое увеличение ВВП, я вам рассказывал, однако ситуация на сегодняшний день ухудшилась. Основные причины – это структурные проблемы в промышленности, продолжающийся кризис в автомобильной отрасли и последствия торговой политики Соединенных Штатов Америки, включая повышение пошлин. Производство, реальной продажи и экспорт товаров снизились, а также наблюдается снижение заказов из-за рубежа. Особенно пострадала автомобильная промышленность, где в августе производство упало на 18,5% по сравнению с предыдущим месяцем. В строительном секторе восстановление также задерживается, а потребители стали более сдержаны в своих расходах. Несмотря на это, рынок труда остается относительно стабильным, однако по данным Института экономических исследований ИФА, в конце года ожидается небольшое улучшение экономической ситуации. В целом, в 2025 году экономика Германии, вероятно, покажет минимальный рост, едва превышающий 0. Только в 2026 году, благодаря значительным государственным инвестициям в инфраструктуру и оборону, ожидается более заметное восстановление. И вот тут информация к сведению. В Германии дарить деньги – это не только приятный жест, но и юридическая обязанность. Многие не знают, что даже небольшие денежные подарки необходимо сообщать в налоговую службу. Это требование распространяется, кстати, на обе стороны – и дарителя, и получателя. Срок для подачи уведомления составляет 3 месяца с момента передачи подарка. Эта обязанность предусмотрена в немецком законодательстве и касается всех денежных переводов, независимо от их размеров. Несоблюдение этой нормы может привести к штрафам или другим санкциям. Важно здесь отметить, что уведомление не требуется только в случае, если сумма подарка не превышает какого-то установленного налогового порога. Однако даже в этом случае рекомендуется проконсультироваться с налоговым консультантом, чтобы избежать возможных недоразумений. Таким образом, при планировании денежного подарка в Германии следует учитывать не только желание порадовать близкого человека, но и соблюдать соответствующие юридические требования. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.